Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня видео, о котором меня давно просили показать и рассказать, как происходит процесс сборки, а также подбор всей фурнитуры. В данном случае вот я покажу на комплекте, который мы с вами делали недавно, так как мне надо сделать бантики, поэтому все подробно расскажу и покажу. Также оставлю ссылочки на некоторые материалы. В данном случае вот на это кружево я заказывала на Алиэкспресс. Очень хорошее кружево, советую, и смотрится оно просто шикарно. Если вы помните, я работала с белым таким кружевом, и смотрится оно просто потрясающе. Также оставлю некоторые другие ссылочки, но все по порядку. Приступим. Я всегда отталкиваюсь от цвета выбранного бархата. И напоминаю, что бархат у нас на игрушке всегда растягивается по горизонтали, не по вертикали. Есть, конечно, который растягивается во все стороны, но я использую то, что есть. И вот у меня этот розовый красивый цвет, и к нему я буду подбирать всю фурнитуру. Так как почти все мои игрушки состоят из двух половинок, всегда задаемся вопросом, как же нам украсить красиво вот этот шов. Вот вы видите, в данной игрушке я использовала полубусины двойные и к ним подобрала жемчужную цепочку. Она очень красиво вместе смотрится. Также, если вы помните, мы с вами делали вот такие игрушки в голубом цвете, и я украшала вот такой красивой тесьмой. Она очень красиво смотрится и на розовом. Поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем я что-то придумаю и с ней. Подбор лент и всего остального происходит чисто, так скажем, если мне нравится, я оставляю. Если нет, убираю путем исключения. Вот я могу украсить вот такой цепочкой с бусинами. Также подобрать к ним такую цепочку. Можно просто стразы. И смотрится все очень красиво. Серебро хорошо смотрится с розовым. Вот я нашла у себя вот такие цветочки. Тоже посмотрите, как вот этот цвет пыльной розы смотрится на розовом. И с серебряными листиками. Тоже очень красиво. Лепнина. Это я очень люблю. А это у меня подкрашенная немного. Есть не подкрашенная. И вот путем вот таких проб и ошибок я всегда подбираю то, что мне нравится. Как я уже говорила, очень красиво смотрятся кружева. И вот они у меня как раз в цвет. Просто цвет совпадает на 100%. Также я подбираю все время, что-то подставляю, что-то убираю. Цветочек можно и в бантик. Вот такие вот камни я использую для кисточек. В данном случае нет, так как кисточка у меня длинная. Очень красивое сочетание розового с белым. Розовый цвет, белое кружево. Жемчуг. Я обычно покупаю вот в таких вот больших упаковочках. И использую две половинки, извините, чтобы было удобнее мне с ними работать. Мои подписчики знают, что я люблю подкрашивать лепнину. Вот как в данном случае, немного оттенить белый цвет. И я всегда как бы беру несколько оттенков и затем
смотрю, какой мне больше подходит. Я использую совершенно разные краски, также использую штамповую краску, это которые печати делают. Они очень удобно сразу идут с губкой. Вот розовые камни, если вы помните, я делала такой светло-бежевый комплект, и там я подклеивала камни. Вот тоже очень красиво смотрится. И, по-моему, у меня уже возникла новая идея. Где-то в одном магазинчике я купила вот такие вот бабочки. И вполне возможно, что я использую его в бантике. Ну и теперь приступим к самому главному — бантики. Я сделала небольшой подбор розовых лент. Это, конечно, малая часть из того, что у меня есть, но выбрала самые подходящие. И размеры бантиков я всегда даю вам готовые. Уже показывала, как я делаю бантики, как я подбираю размер. Видео также я оставлю. И вот в данном случае мне очень нравится, как смотрится вот эта лента здесь. Можно добавить немного легкости, органзу. Можно использовать вот такую серединку. Как делать ее, также есть на моем канале. Можно использовать разные камни. Как делать, как украшать серединку камнями с разовой цепочкой, также есть. Возможно, я даже использую бабочку и подклею камень в середину. Очень красиво смотрится. Кружева всегда придают легкости, такой как бы легкий шик. Посмотрите, как красиво. В серединку еще камень. Это слишком темное уже, значит, убираем. И вот таким образом я подбираю. Вот тоже очень красиво смотрится, посмотрите. Иногда я прихожу в магазин уже с кусочком бархата и уже в магазине подбираю ленты. Вроде бы и это подходит, но что-то не то. Вот у меня есть такая красивая бархатная лента. Цвет вроде бы подходит, но все же не то, значит, убираем. Вот такая красивая лента есть. Она красивая, но не в данном случае. Поэтому, скорее всего, остановлюсь. Вот органза у меня будет. Вот такая красивая лента. Оставлю ссылочки. Я ее купила в Польше, но нашла на Алиэкспресс разных цветов. Поэтому ссылочку тоже оставлю. Если у вас есть какие-то варианты, вы пишите мне в комментариях. На днях я буду делать бантики. Иногда я сочетаю ленты, которые вообще не сочетаются между собой. Лента бывает, может быть, такая немного грубая, но добавить немного органзы, и сразу бантик становится легким. И вот прямо сейчас на ходу мне пришла идея в голову. Если раньше вот как украшали подарочные упаковки, делали бантики такие, накручивали ленту, затем ее тут подрезали и расправляли вот все вот эти маленькие бантики. Возможно, сюда и такой подойдет. Это всегда зависит от фантазии и от того, как вы видите красоту, потому что все ее видят по-разному. Возможно, то, что я показываю или делаю, кому-то не нравится. И, наверное, скорее всего, я остановлюсь вот на этом варианте. Из этих лент
У меня будут бабочки, камень. Также мне нравятся розы. Но все вместе как-то смотрится не очень. Поэтому, наверное, несколько бантиков я сделаю с бабочками, а несколько с розами. Не обязательно, чтобы в одном комплекте были все одинаковые бантики. Иногда это очень даже интересно смотрится. Обычно после подбора ленты и фурнитуры у меня на столе небольшой бардак. Но все лишнее надо убирать и работать с тем, что вы выбрали, чтобы ничего не мешало. Конечно, в процессе работы может прийти в голову какая-то другая идея, что-то поменяться, что-то вы уберете, что-то вообще может измениться, но лишнее лучше убирать. Надеюсь, мое видео сегодня было немного полезным, информативным. Все ссылочки вечером я оставлю под видео. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я всегда рада ответить и помочь. А на сегодня все. Творческих успехов всем и до новых встреч. Пока-пока.